Здравствуйте, мои любимые подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Меня зовут Ирина, я таролог, магистр психологии, просто женщина, просто человек. На моем канале вы всегда услышите искренние, добрые слова поддержки. Добро пожаловать на мой канал. Тема сегодняшнего расклада: какие ловушки расставлены на твоем пути? Предлагаю досмотреть это видео до конца. В конце видео будет, помимо совета карт, да, в связи с этой ситуацией, совет психолога еще в конце будет. Путь к успеху никогда не бывает прямой линией. Но иногда на этой дороге появляются ямы, капканы, которые сделаны, выкопаны ямы специально для вас. Вы можете быть полны надежд и планов, но пространство сейчас буквально кричит об осторожности. Прямо перед вами расставлены ловушки, которые выглядят как прекрасные золотые возможности, но внутри них пустота и часто потеря времени. Кто или что пытается вас сбить с вашего истинного направления? Какое ваше решение может стать ошибкой в ближайшие дни? Почему именно сейчас вам стоит доверить своей интуиции больше, чем логическим доводам окружающих? Давайте найдем эти капканы, пока вы в них не попали, да? Итак, для начала делаю вашу сигнификацию. Так, какая вы? Какая девочка пришла на расклад? Ой, нежная, ласковая. Бог ты мой, следующий идет ангелочек. Женщина, которая умеет любить, заботиться. Следующая карта также. Тут посланник высших сил. Повторюсь еще, тут заботливая мамочка. Женщина, для которой очень важна поддержка близких, и вы готовы эту поддержку давать в полной мере. Но у вас вот первая карта — это нежность, скорее всего у вас запрос вашей души. А вам бы хотелось рядом видеть, ну, может быть, мужчину, партнера, который бы к вам испытывал такие чистые, искренние, какие-то нежные эмоции, да, проявления были такие. Это не сколько о страсти, сколько, ну, это нежность, искренность, да, извините. Итак, какая вы? Ну, вы уже умная женщина, прекрасно понимаете, что мир не бывает белым, да, и не черно-белый он, да, много красок, много всего смешано. Уже опыт общения был с мужчиной, тут карта павлин, как всегда. Опыт не очень удачный, как свинью подложили, то есть вполне возможно влюбились, повелись в свое время, если можно так сказать, на вот это вот оперение павлине. Мужчина, который знает себе цену, может свои достоинства распиаривать, да, в себя в выгодном свете показывать, создавать вот эту картинку, образ этот. Но он не совсем мыльный пузырь, тут вполне возможно у мужчины было множество этих достоинств, действительно он лакомый кусочек для многих. Но смысл в чем? В том, что у каждого этого павлина есть вот фасад, вот эта сторона, да, которую он демонстрирует, это оперение красивейшее, да, на которое мы ведемся все. Ой, это не фасад. Ну да, фасад, да, и тыльная сторона есть еще, которую мало кому он показывает. Ну, это какие-то не очень приятные, лицеприятные для него истории из прошлого, может, его поступки какие-то. То есть то, чем он хотел бы утаить. У каждого из нас есть светлая, темная сторона, да, теневая сторона, у каждого из нас. Но другое дело, что этот мужчина настолько он превозносит вот свои достоинства, может так вот себя, повторюсь еще раз, преподнести, может полюбить себя легко, так по щелчку пальцев, не особо даже задумываясь. Может быть, это уже для него привычное такое состояние, вот как павлин эти перышки распустил. Ну и потом, когда мы узнаем о этих каких-то не очень красивых историях из его жизни, да, может быть, он начинает проявлять себя, свою какую-то, ну, часть своей сущности, то мы, честно говоря, часто от таких типажей, это мужчины, женщины, офигеваем. Почему? Потому что картинка абсолютно изначально другая была показана. И мы думаем, бог ты мой, если бы я знал, что ты такой, да, если бы я знала, да, то я вообще бы их близко к себе не подпустил и уж точно не влюбилась бы, да. Ну вот тут вот ловушечка такая. Тут, видите, как подарочек какой-то,
ну, как свинью подложили. То есть изначально вы на этого мужчину смотрели как на подарок небес. Может быть, это моя вторая половинка. Вот, именно он. Это оно, это тот мужчина, которого я ждала всю свою жизнь. Таких не бывает, он идеален. А потом, вот как свинью подложили, это, повторюсь, что такое, может быть, болезненная какая-то ситуация была для вас, разочарование. Да, разбитое сердце, разбитые мечты, иллюзии, ожидания. Ну, по большому счету, какие кому претензии тут предъявлять, да, девочки? Копперфилд, да, искусственно созданный образ. Ну, девочки, ну не полностью же он пустой, этот образ. Действительно там было что-то, за что можно было зацепиться. Я к тому, что, ну, не совсем же он пустышка. Вы же его полюбили за что-то, влюбились, поддались этим эмоциям. Другое дело, хотелось бы, конечно, может быть, другого отношения с его стороны, или вы себе нарисовали какую-то уже картинку слишком идеальную. Прям хочется сказать, не нужно очаровываться, дабы потом не пришлось разочаровываться, но я так понимаю, вы этот уже урок прошли. Опытная уже женщина, уже прекрасно понимаете, что и так в жизни бывает. Для чего-то это мне было нужно. Так. Угу. Ну, у многих, я вам хочу сказать, я на вас больше посмотрела сейчас, у многих на тот период, когда вы встретили этого мужчину, может быть взаимоотношения в семейной жизни, или в принципе с мужчинами, может быть, ну как-то было никак, да, давайте так, период не очень был. И в принципе, может быть, ваша жизнь не была яркой, насыщенной, наполненной. Тут скучали, у многих это сподвигло вас, может быть, заинтересоваться этим мужчиной. Вот все сошлось. Не в то время, не в том месте вы его встретили, девочки. Тут больше история о том, что вы нуждались в ресурсе. Может быть, вот как будто бы вам даже подсвечивали, говорили, займись своей жизнью. Может быть, и карьера, реализация, раскрой свои таланты. Больше на себя направь внимание. Но нет, вам хотелось, может быть, подпитки вот этой энергии. Может быть, даже на примере этого мужчины вам показали, вот он живет яркой жизнью на всю катушку. Вам как его привели в вашу жизнь, отчасти дабы показать, что вы должны заняться своей жизнью. Тут вот займись собой, да, и тогда у тебя не будет вот этого желания где-то добирать эту энергию. Может быть, знаете, если вы энергию направите на себя, на свою жизнь, то тогда люди будут к вам притягиваться. Вот вы как вы притянулись к этому мужчине, да, может быть, со стороны вы посмотрели, где-то восхитились, были восхищены, да, его умением вот, жить так, как он живет, может, на полную как-то вам показалось. Понятно, потом же тут нюансики какие-то вышли. Ну, тут что мне подсветили, тут как будто бы вы не были в тот момент, когда вы его встретили, вы не были особо счастливы сами по себе. И вам показалось, что рядом с ним вы будете действительно счастливы. А так на самом деле не бывает. Счастье должно быть внутри нас. Тут вы были очень уязвимы, да, извините, в тот момент, когда вы его встретили. Поэтому его и подпустили. Поэтому где-то логика выключилась. Тут вот видите, как с протянутой рукой стоит человек. Тут не в плане того, что там безденежье, вы материально нуждались. Может, у кого-то и так, но тут больше другое. Тут как будто бы состояние вы на распутье стояли, не ресурсные были, не наполнены энергетически, недовольны на тот момент своей жизнью. Повторюсь. Тут как будто вам подсвечивают и говорят, свою жизнь сама делай яркой за счет, может быть, встреч с единомышленниками, друзьями, хобби, развитие, спорт, новые проекты, новые мечты. Все сюда. И тогда притянутся люди к тебе, тогда к тебе мужчины будут сами приходить. Вот тут как-то так, вот за счет того, что ты будешь яркой, наполненной. И у них будет этот интерес в глазах. Вот тут так. Такая ваша сигнификация у меня, девочки.
Итак, какие ловушки расставлены на твоем пути? Общая обстановочка, да, на твоем пути. Насколько сейчас опасен? Что они покажут, карты? Первая ловушка. Люди, да? Кто из твоего окружения неосознанно или специально ставит тебе палки в колеса? Следующая у нас вторая ловушка. Обстоятельства. Какое событие может оказаться, ну, сыром в мышеловке, да? Обстоятельства. Чего ты категорически не хочешь замечать прямо сейчас? Ну и совет карт, как маневрировать, чтобы выйти из ситуации победителем. Так. Общая обстановка на твоем пути. Насколько сейчас опасен? Люди, кто из твоего окружения неосознанно или специально ставит палки в колеса? Обстоятельства. Какое событие может оказаться сыром в мышеловке? Так, чего ты категорически не замечаешь прямо сейчас? И совет карт, как маневрировать, чтобы выйти из этой ситуации победителем или с наименьшими какими-то потерями? Итак, начинаем, продолжаем. Первая у нас общая обстановочка на вашем пути. Насколько сейчас опасно. Солнце, одиночка, цель, зависимость, спичка. Ну, я не могу сказать, что прям слишком опасно. Прям такое что-то. Но тут как-то странные карты говорят о том, что карта одиночества и целеполагания. Дальше какие-то зависимые, спичка. Тут вполне возможно, сейчас вы проживаете какой-то такой период в вашей жизни, где вы хотите максимально сделать опору на себя. И вот цель, там, мечты какие-то у вас. Тут не просто мечты, а цели уже есть. Они четкие. И, скорее всего, вы в одиночку планируете с этим всем справиться, да, вот так как-то. При этом у вас есть четкое убеждение того, что я не хочу ни от кого зависеть, я не хочу тут быть тут в прошлом как созависимые, зависимые отношения. Вы не хотите растворяться в мужчинах, вообще в принципе в ком-либо. Тут, скорее всего, вы сейчас проживаете такой период, где, повторюсь, вы хотите максимально сделать опору вот на саму себя. Прекрасно понимаете, что если будете делать ставку на какого-то человека, это даже если может быть в союзе с кем-либо быть, тут карта спичка, это может в один момент все загореть, да, страсти эти все какие-то, вы, может быть, даже говорите, я уже и не в том возрасте, и у меня уже нет сил, эмоций, это все заново проживать, переживать. Пора как будто бы подумать о себе. Но тут еще что-то вам подсвечивают, это как, с одной стороны, как какая-то детскость ваша. С одной стороны, да, у вас есть энергия на это. Может, вы думаете, нет, но есть по карте солнышко. Но тут где-то говорят о том, что не нужно слишком, знаете, раскачивать в эту сторону лодку. То есть в идеале вам должно, да, вы должны делать опору на себя, это все прекрасно, но в идеале у вас должны быть единомышленники, по крайней мере, люди, с которыми вы могли бы там обсудить что-либо. Не обязательно вы должны их совет использовать, да, но тут вообще, в принципе, говорят, вы слишком как-то заняли такую позицию, вот, ну, тут одиночка, солнце, ну, не знаю, ну, в принципе, я вижу, да, у вас сила есть и на какие-либо свершения, но тут мы смотрим, насколько сейчас опасен. Вот я в этом вижу ваше какое-то, может быть, уязвимое состояние, ну, карта одиночества. Это классно, что вы тут уверены в себе, да, и вы выбрали уже такой путь. Но не бывает прям в жизни черного и белого. Я к тому, что человек, который на вашем пути может встретиться, не обязательно этот мужчина, в принципе, там, может быть, к вам расположен, какой-то
мудрый собеседник, вы не должны его отвергать, да, почему? Ну, как-то так. Но тут женщина уже, вы мне тут пока всё так не срисовывается, как, знаете, как этот дикобразик, да, такой уже. Научилась вот эти иголочки выставлять и говорите, нет, 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 я уже не поддамся. Я сильная, я умная. А, Тут вот, в принципе, общая обстановка сейчас опасен. М, Вы сами стараетесь все эти ловушечки обходить, но вот тут вот может быть опасность именно в том, что вы можете остаться в этом в одиночестве. Вот как бы это ни звучало сейчас, да. То есть я бы на вашем месте там от близких, родных, там агрессивно не отбивалась бы, да. В принципе, сохранила бы какие-то контакты. Вот, ну, это все, что я могу сказать, да. Ваш путь это ваш путь, понятно, ваши цели это ваши, и дай вам Бог да в помощь ваши силы, но поддержка близких, родных, она особо никому не помешает. Тут что-то мне так идет. Так, люди, кто из твоего окружения неосознанно или специально ставит тебе палки в колеса? Так, подарок. Но тут у вас уже такое, знаете, отношение к окружающим. Вы очень, как это сказать, тщательно подбираете, скажем так, людей для своего вот ближайшего окружения. Ну, оно и правильно. Тут уже женщина, которая опытная. Тут кто из твоего окружения осознанно или специально ставит тебе палки в колеса? Знаете, мне так идет, как будто женщина, женщины. Но тут не какая-то конкретно. А тут, ну тут вот как будто бы вы в очередной раз, да, можете подпускать к себе, да, кого-то. А тут как вот подарочек такой, сразу вот такой подарочек, вроде бы кто-то достойный, интересный. Плюс какая-то женщина, это привлекательная, интересная. Может быть, вы смотрите на нее и думаете, ну, есть чему поучиться, да, действительно, эта женщина там достойна, да, интересна. А потом тут как эта карта так и считывается, как свинью подложили, вот такой подарочек, да, то есть идет разочарование, опять же таки, в этих женщинах, в этой какой-то женщине. При этом показано ключик, то есть вы уже, может быть, даете вот этот ключик к собственным каким-то секретам, к себе, к собственной душе. И карта болота, холод. Тут как опять как разочаровываетесь и думаете, зачем я, может быть, свое время, энергию трачу на общение вот с этой женщиной или с этими женщинами. Тут больше про женщин. Женская энергетика. Как будто бы вы понимаете, а это в никуда. То есть там, где вы хотели, может быть, пообщавшись, набраться чего-то ценного, опыта какого-то, да, а тут вы понимаете, это карта болота, ну, это вообще не мой путь, не моя судьба, не мои какие-то ценности даже. То есть изначально это опять-таки красивая какая-то картинка, и вы, может, думаете, да, действительно неплохо, может быть, с ней, с этой женщиной там выстроить какие-то доверительные отношения. А потом идет разочарование, вы понимаете, нет, эта женщина там свою жизнь какую-то проживает, и вы вообще не хотите ей близко там, не то что там брать с нее пример, но даже особо как будто поучиться. Чему поучиться? Вот такое вот. И карта холод. Это как не идет как разочарование очередное. Но это скорее неосознанно вам эти палки в колеса пытаются вставить. Тут просто каждый из, вот, допустим, вот какую-то вы встречаете тут на своем пути женщину, и она, может быть, считает нужным дать вам какой-то совет, да. При этом вы понимаете, вам эти советы вообще нафиг не нужны.
Может быть, вот это вот драгоценное свое какое-то время вы сюда и тратите. Вот только так я могу это прочитать. Как будто бы в идеале, да, равноценный обмен энергией, информацией должен быть. А начинается все классно, а потом вы понимаете по этой карте холод. Да не хочу я вообще ни время, ни энергию свою тратить на это все. В пустоту. Ну, я не вижу, что тут прям специально кто-то ставил. Просто, знаете, как чисто же по-женски какие-то такие истории душещипательные могут рассказывать, могут делиться наболевшим, а это вас просто как энергию вашу забирает, а не наполняет абсолютно ничем. Пустота. Так, вторая ловушка. Какое событие может оказаться сыром в мышеловке? Вот это интересно. Что тут у нас сыр в мышеловке? Это гармония, покой. Так, кто-то подсматривает. Диссонанс. Творчество, ограничения. Угу. Так, сыр в мышеловке. Угу. Давайте так. Если сейчас там у вас будет такой какой-то не очень ресурсное состояние, да, нужно будет восстановиться, карта гармония, восстановить эту энергию, наполниться. Вам могут, кстати, предложить какой-то вариант. У кого-то это рабочие взаимоотношения, какая-то работа, может быть дело какое-то, да, где вы так вроде будете присматриваться и думать, это неплохой вариант, да, можно согласиться. Это как будто бы не переход на новый уровень, а ну своя какая-то зона комфорта, где-то, может быть, мне необходимо это время для того, чтобы, может, собрать себя по кусочкам, опять-таки восстановить эту энергию, наполниться, передохнуть. То вам говорят, тут вот это именно этот сыр мышеловки, знаете, нет ничего более постоянное, чем временное, вот эта фраза. То есть вы можете в этом болотце собственноручно и увязнуть. В принципе, и неплохо, но тем самым вы как будто бы отрежете временно свои какие-то шансы и возможности. У кого-то это раскрыть свой потенциал, карта творчества. Это то, что в вас заложено, то, что давным-давно должно быть уже реализовано. Оно просится наружу. Потенциал ваш, вот это, вы никак не можете там кто-то раскрыть или не в полной мере раскрываете. Вот вам говорят, если вы согласитесь на вот этот какой-то промежуточный вариант, он вроде бы и классный, да, но хорошо подумай или четко пойми, что это действительно должно быть временно, да, если это тебе нужно. Да, но не соглашайся на это на постоянно, потому что тут карта одиночества, творчества и границы. Тут тем самым ты себе как будто бы петлю на шее завязываешь. Вот эти границы выстраиваешь вокруг себя и не даешь себе раскрыться. Знаете, как это из той серии, вот начну заниматься этим спортом с понедельника или с Нового года, сяду там на какую-то диету или там еще что-нибудь. Вот. И тут как в очередной раз, вот сейчас я вот хорошо, мне это предложили. Это может быть какой-то как промежуточный вариант, но для многих этот промежуточный вариант станет постоянным этим состоянием, вариантом, и в будущем это может, повторюсь, как болотце какое-то. При этом это ваш собственный выбор будет. То есть, да, вы можете согласиться на тут какое-то предложение, довольствоваться им, даже находить в этом свои какие-то преимущества. Но вам говорят, это диссонанс. Это не то на самом деле, чего ты хотела бы в идеале и чего ты можешь достичь. А истинное твое, вот чего ты там хочешь, о чем мечтаешь, тут раскрыть вот этот вот потенциал, тут карта творчества, это кого-то ваши там давным-давно какие-то мечты.
уже конкретные цели у кого-то, вы идете к ним. И одинокий волк это ваше, исключительно ваше, и вы можете это достичь. Но тут вот собственными этими руками эти границы вы рисуете, да, как будто бы ограничиваете себя. Ну, у кого-то это страх изменить что-то, да, вас останавливает, перемены, желание не потерять то, что есть. Ну, как-то так. Так, чего ты категорически не замечаешь прямо сейчас? Баланс, Луна. Ну, вот эти страхи, страхи и ожидания. С одной стороны, надоело уже чего-то ждать, оно все не приходит, не приходит. С другой стороны, тут как закономерность какая-то, замкнутый круг. Пока ты конкретно не делаешь выход за рамки, то ты будешь в таком состоянии находиться. Тут чего не замечаешь, что вот карта талисман, все ждете, что вот-вот что-то изменится. Карта надежда есть, но ничего не меняется. И при этом говорят карта баланс и карта луна. Это о чем? О том, что вы же резких каких-то конкретных шагов на самом деле не делаете. Вы находитесь, как эта балерина на пуантах стоит, да? То есть вы находитесь в таком состоянии по луне, это уже длительное время. Вроде бы и неплохо, да, не катастрофично. Может быть, там и пища есть, и тепло, и как это, крыша над головой. У кого-то отношения, ну, не так уж и плохо, у кого-то еще хуже, да. Но вот в таком состоянии вы уже длительное время зависаете, подвисаете, и эти страхи вас, они не отпускают. Страхи того, что, может быть, так всю жизнь в этом ожидании и пробудете. Вот так вот будете в окошко смотреть и понимать, что я живу не совсем своей жизнью, а в вечном ожидании, что вот-вот что-то изменится. Вот вы этого как бы тут написано, да. Я так прочитала, да. Вот вы не хотите замечать этого. По мне, так вот по этим картам, вот, конкретных каких-то шагов, вот прям попыток выйти за рамки вы сейчас не делаете. Могли бы, но не делаете. Ну тут страхи выходят на первое место. У каждого свои. Так, совет карт, да? Как маневрировать, чтобы выйти из ситуации победителем? Так, принцесса, ангел, бог ты мой, иерофант, искренность, печаль. Перво-наперво, девочки, принцесса, собственную ценность осознать, то, что у вас действительно очень много достоинств тут. И с интеллектом все в порядке, и навыки, способности, все есть, и внешние данные, ну, достойная женщина. Карта ангел, поддержка высших сил тоже есть. Просто, может быть, сформулируйте для самой себя, чего вы хотите более четко. Поставьте конкретные вот как бы цели перед собой. Карта иерофант, у кого-то тут обучение, еще нужно чему-то подучиться, может быть, в новом деле, в новой профессии. Я уже не знаю, куда вы тут собрались идти, что вы решили освоить. И вам говорят, вам в помощь ваша искренность, ваше желание, может быть, тут как ребенок, да, маленький, и как губка все впитывать, получать эту информацию и быть искренней также с другими, с людьми, да, с окружением. Вот в этом ваш козырь какой-то. Вот как вам, может быть, маневрировать, да, вот чтобы выйти из ситуации победителем. Ну вот вас призывают быть искренней, открытой, идти смело во все новое, обучаться, новую информацию, получать, применять. Причем тут такой подтекст экологично, это все нужно делать. Угу. Так, печаль, змея. Вот это сейчас уточню, в чем это. Может быть, на какие-то, тут карта печаль, может быть, на какие-то события
Ну, у всех бывают неудачи, да, редко, когда все выстраивается прям так, как мы мечтаем, почти никогда, да. То есть, понятно, относиться к этим каким-то неудачам на вашем пути, они будут. Может быть, в этом новом каком-то деле, в новом начинании. Тут по карте змея с мудростью. Ну, как вы относитесь, как, допустим, к снегопаду, да, какому-то, к дождю, не очень приятной погоде. Вы на это особо не можете повлиять. Понятно, надо стараться тут прикладывать силы, понятно, в первую очередь знания получать, и потом применять эти знания. Ну, а если какие-то будут неудачи, тут больше как будто бы, ну, даже прощать себя. Вот так вот мне идет. Мудрой быть, понимающей, принимающей. Понимающий того, что, ну, это неотъемлемая часть вашего пути, вашего успеха. Не накручивать себя. Развилка. Так, как маневрировать. Мне такое, когда будет период такой не... Тут показано, когда в вашей жизни будет период временный, может, каких-то потерь, неудач, не все сразу получится. У вас всегда есть по карте развилка люди, которые вас поддержат. Всегда были, есть и будут. Карта род, семья, близкие люди. Поэтому не теряйте их, не теряйте их поддержку. Так, вот как-то так, мои хорошие. И заключительное слово, финальный инсайт. Единственная реальная ловушка на вашем пути – это ваше собственное сомнение в себе. Психологический мир лишь подсвечивает те зоны, где вы еще не научились доверять своей интуиции. Досмотрите эту мысль до конца. Препятствия, которые вы видите перед собой, это не тупик, а тест на вашу готовность перейти на новый уровень. Как только вы перестанете бояться ошибиться, ловушки превращаются в ступенечки. Вы сильнее любой игры, в которую вас пытаются втянуть. Теперь вы знаете правду. Удачи, мои хорошие. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Но те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо. Умнички.